Что ж, приступим. Первый и главный мой совет – играйте в удовольствие. А значит, совсем не обязательно создавать и тратить время на персонажа, что вам не нравится по механикам или стилистике, пусть даже и является машиной для убийств. Суть нашей игры далеко не в огромных цифрах урона, я надеюсь, мы это уяснили в открывающем видео. В углу справа подсказка, если вы его не смотрели, также будет в описании. Выбор сервера. В первую очередь стоит оговориться, вся разница между серверами лишь в населенности и преобладании одной фракции над другой. А здесь мы уже понимаем, где больше людей, там будет легче вестись торговля. Но если вы новичок и пока что играете на стартовой версии игры, вам нет никакой разницы в выборе сервера. Открывайте для себя мир и знакомьтесь с игроками. Если на сервере у вас уже есть созданные персонажи высокого уровня, то крайне рекомендую создавать вашего триала именно там. Элементарно будет гораздо проще передавать золото, зелья и другие припасы. Но если вы беспристрастны в этом отношении и живете в России и СНГ, то ваш выбор – это освежеватель душ и Борейская тундра для Орды и Азурегас для Альянса. Если же вам привычнее играть на европейских серверах, для Орды отлично подойдут Казак и Рейвенкрест. А для Альянса все тот же Рейвенкрест и Макферидон. Спасибо за справку сообществу Trial Exploit, а также ребятам из Trial Land и XP-Off. Теперь внимание, какая вообще разница, на какой сервер идти, на русский или европейский? Все дело в том, что европейское игровое сообщество гораздо более многочисленно, а значит, вы практически не будете ждать очередь на поле боя. Минута или две, и вы готовы ринуться в бой, но если вы цените русский язык и наше русское комьюнити, то присоединившись к нему, вы все так же сможете играть с европейскими персонажами. Но для этого вам будет необходимо создать группу, в составе которой будет хотя бы один игрок из европейского региона. Пару слов про фракцию. Если вы хотите в будущем играть со мной или просто найти сплоченных ребят, а здесь, в брикете 20 уровней, как ни странно, игроки с гораздо большим желанием захотят помочь разобраться и поделиться чем-то полезным, то я приглашаю вас на Орду. Но я настоятельно рекомендую выбрать именно ту фракцию, которая нравится больше вам. В свою группу на поле боя всех вместить не выйдет, а вот встретить в игре имя достойного противника приятно вдвойне. Выбор класса. На 20 уровне доступны все классы, исключая лишь рыцарей смерти и охотников на демонов. И для комфортной игры я рекомендую вам выбирать гибридные классы. Тех, что способны лечить себя и своих союзников. Ситуация на 20 уровне далека от того, что вы могли увидеть в актуальном контенте. А именно, лекари в триальном брикете способны наносить больше урона, чем их уполномоченные к этому коллеги. Лекари-шаманы, жрецы, паладины и монахи – вот выбор новичка и просто интересующегося игрока. Но есть у такой системы и несколько недостатков. Если вы взяли на себя роль лекаря, вы обязаны исцелять ваших союзников, нравится вам это или нет. В противном случае вы просто проиграете, несмотря на весь ваш нанесенный урон. Затем, несмотря на то, что для поиска и прохождения подземелий даже в одиночку, вы более чем востребованы, очередь на PvP поле боя и арену вы будете ждать очень долго, ведь хиллеров на этом брикете куда больше, чем ДД персонажей, что создано наносить много урона. Важно отметить, что не стоит выбирать класс и специализацию исключительно из того, что они очень сильны. Не забывайте, это в любой момент может измениться. Главное – привнести разнообразие и занять свою нишу, найдя свое сочетание класса и специализации. Выбор расы. Не смотрите на Пандарена как на мягкотелого пузатого обжору. Благодаря его активной способности «Сотрясающая ладонь», такой класс как воин получит свою единственную возможность контроля противника, ведь на 20 уровне не все классы имеют такую возможность, а способов прервать заклинания противника и того меньше. Есть множество примеров, когда ночные эльфы-разбойники и друиды могли уходить в свою классовую невидимость именно благодаря расовой способности слияния с тенью. Разбираться в таких сочетаниях очень интересно, а потому я не буду отбирать эту возможность у вас. И, возвращаясь к теме триалов и их ограниченности, стоит объясниться. Неподготовленный игрок, взглянув на триала, скажет: на 20 уровне мало способностей. Это не так, ведь вы сами сможете добывать себе новые способности, которых нет у непосвященного игрока, такие как микроконтроль, повышение скорости передвижения, смягчение падения и прочее. Как именно, вы узнаете в следующих видео.
Мир Trial World of Warcraft интереснее, чем вам кажется. Исследования начинаются.